Всем привет! Под видео по выбору EDC фонаря очень многие из вас написали, что пользуются фонарями фирмы Fenix и очень ими довольны. Поэтому сегодня у нас на обзоре будет два фонаря от Fenix. Как вы думаете, что может объединять эти фонари, кроме того, что они оба одного производителя? Их объединяет еще вот такая коробка. То есть это набор из двух фонарей Fenix PD36R и E01 версии 2. Фонарь отлично обновился. Ссылочку на набор я оставлю в описании, также на официального представителя. Напишите в комментариях, как вообще идея вот таких наборов. Мощный фонарь кинуть в сумку или в машину, или в рюкзак, а маленький фонарь всегда будет с вами на ключах. Поэтому так они друг друга будут дополнять. Сегодня посмотрим, как они светят. Теперь давайте распакуем и посмотрим, что идет в комплекте. Так, а в комплекте у нас получается идет фонарь Fenix PD36R, маленький фонарь Fenix E01 второй версии, батареечка сразу в комплекте идет, чтобы вы сразу могли начать им пользоваться. Инструкции, гарантийные талоны, zip набор на маленький фонарь, плюс колечко для, если будете вешать на карабинчик ключи, темляк и zip резинка запасная для большого фонаря. Также идет комплектный кабель зарядки USB Type-C и вот такой чехол для большого фонаря. Чехол такой довольно-таки простенький, просто для переноски, то есть ничего сверхъестественного в чехле нет. Многие, я замечал, жалуются то, что фонарь в чехол входит с трудом, но они зачем-то туда клипсу пытаются запихать. Просто нужно клипсу заводить на чехол, тогда он помещается без проблем. Ну, такой простенький чехол, просто для того, чтобы где-то транспортировать фонарь. Ничего особенного в нем нет. Давайте начнем с большого фонаря. По внешнему виду. Длина у фонаря сопоставима с одноклассниками в таком же размере. То есть это аккумулятор 21700. Здесь яркость 1800 люмен, здесь яркость 1600 максимальная. То есть по длине они примерно одинаковые. Это 136 мм. Фонарь имеет анодирование третьей степени. Клипсу двухстороннюю. К сожалению, она не переставляется вверх-вниз, но то, что она двухсторонняя, это плюс. Такую небольшую корону. Она не тактическая, совершенно служит только для того, чтобы защищать стекло. Оптика с просветлением, антиблик, закаленное стеклышко стоит, рефлектор гладкий, светодиод Luminous SST40. По поводу световой температуры это около 6000 кельвинов. Кнопка управления у нас находится на боковой части, в ней же встроена кнопка индикации заряда. Зелененький, значит, он заряжен. Сзади у нас находится кнопка на хвосте. Сама крышка на хвосте не откручивается. Вот здесь это общий фрезерованный корпус. А для того, чтобы ее снять, нужно откручивать вот эту внутреннюю гайку. Но этого делать не стоит, потому что здесь все-таки 5-летняя гарантия от производителя. Я думаю, внутрь лезть вам смысла никакого не имеет. Внутри у нас установлен комплектный аккумулятор емкостью 5000 мАч, формата 21700, фирменный от компании Fenix. На хвосте у нас находится пружина с той стороны. Однако на голове у нас вот такая контактная площадка. Тоже часто на Фениксах можно встретить. Что, в общем-то, выводит этот фонарь из разряда подствольных и тактических, потому что подствольный фонарь должен иметь пружину. Опять же, вы не можете установить выносную кнопку на этот фонарь, поэтому это чисто туристический фонарик. К подствольному, к тактике он не имеет никакого отношения. Имеется уплотнительное кольцо, резьба смазанная, крупная. Также на голове у нас имеется разъем зарядки, это USB Type-C, что очень хорошо, на мой взгляд. Имеет вот такую заглушку. Заглушка мы протестируем, будет ли он работать сегодня без заглушки. Сразу говорю, такой спойлер, будет шок-контент, потому что многие, когда говорят о плюсах магнитных креплений, как на Олайтах, например, либо на других фонарях, Армитеках, говорят, что удобнее использовать магнит, так как под заглушку может попасть вода. По поводу самой заглушки, сделана из такой качественной резины, приятной на ощупь. Случайно вы ее не откроете, я пытаюсь, нет, нужно поддеть, но при этом она не так сильно утоплена, как, знаете, во многих фонарях, что приходится прям с трудом выковыривать эту заглушку. Здесь она в меру, то есть и достать можно, и случайно вы ее не откроете, чтобы туда грязь не попала. Фонарик не имеет магнита в торце и не может стоять на хвосте из-за вот этой кнопки выпирающей. По ТТХ коротко. Вес фонаря 85 грамм без элемента питания. С элементом питания мы сейчас весим
Водонепроницаемость IP68 заявлено, что можно до получаса находиться на глубине до 2 метров. Дальность луча 283 метра, диаметр головы в самой широкой части, где ребрение, 25,4 мм, общая длина 136 мм, 6 режимов работы, из них один стробоскоп. Аккумулятор 21700 идет в комплекте. По управлению. Здесь все предельно просто, разберется даже человек, который далек от фонарной темы. На хвосте у нас имеется кнопка включения-выключения, которая имеет как фиксируемую позицию, так и полунажатие для быстрого доступа к какому-то режиму. Здесь есть память режимов, он запоминает все, кроме стробоскопа, что опять же выводит его из разряда тактических, потому что быстрого доступа к стробу здесь нет. То есть включаем, а вот этой кнопкой переключаем режимы. Просто по очереди перещелкиваются режимы. Для того, чтобы попасть в стробоскоп, нужно зажать и удержать. Вот у вас режим стробоскоп. Если в него выключить, он включится в последнем запомненном перед ним режиме. То есть управление здесь предельно простое, что как бы для людей, которые не хотят заморачиваться, я считаю, может быть плюс. Так как фонарь не имеет функции блокировки, хотя кнопка довольно-таки тугая, просто так ее сложно включить. Ну, то есть случайно она вряд ли у вас включится, но при транспортировке можно немножко приоткрутить голову фонаря, и тогда он у вас не включится. По режимам. Здесь 5 режимов основных и один стробоскоп. Чтобы включить фонарь, нажимаем кнопку и вот это перебираем. То есть это режим эко 115 часов 30 люмен. Следующий low 150 люмен 26 часов. Следующий medium 350 люмен 8 часов 24 минуты. Режим high 800 люмен на 5 часов 49 минут. И turbo 1600 люмен 2 часа 50 минут. Здесь присутствует, как и у большинства фениксов, для обеспечения долгой длительной работы понижение яркости. Сейчас я на инструкции покажу, как это выглядит. Кстати, огромный респект Фениксу, то что они вставляют эти графики и можно посмотреть. Потому что большинство производителей просто пишут какие-то баснословные цифры и не указывают, что эта яркость не постоянна. Вот в инструкции можете поставить на паузу, посмотреть режимы управления и график о том, что идет падение с режима турбо. Он в течение 15 минут спускается на режим high. По поводу зарядки. Ток зарядки здесь около 2,5, где-то 2,2, 2,5 ампера. Порт зарядки USB Type-C, как я уже говорил. Здесь присутствует индикатор заряда, когда зарядиться будет гореть зелененьким. Фонарь включается во время зарядки, но работает только минимальный режим, режим эко. То есть без света вы не останетесь, но и переключить режим не сможете. Самое интересное, что мне хочется протестировать, это то, будет ли пропускать воду сам разъем, потому что многие при выборе фонаря и вообще типа зарядки боятся, что, говорят, что магнитная зарядка лучше, потому что не нужно вскрывать фонарь, не нужно открывать разъемы никакие, и у вас вовнутрь не попадет влага. Но Феникс заявляет, что у него высокая степень защиты и есть защита разъема от воды. Сегодня это проверим. Разъем зарядки на водонепроницаемость. Специально оставлю открытой крышку и посмотрим, что будет, если вы вдруг забыли закрыть крышку. Например, там на лодке у вас фонарь куда-то начал тонуть, либо воды залило. Поэтому сейчас будет шок-контент. Пока пусть светит. А сейчас мы поговорим с вами об этом малыше. Это вот такой маленький наключный фонарик Fenix E01 второй версии. Фонарик наключный, работает на одной батарейке формата 3А. На голове у нас вот такая контактная площадочка, здесь пружинка. Фонарь довольно-таки компактный. Светодиод XPG2, версия S3. Вес 13 грамм без элемента питания. Водонепроницаемость тоже IP68. Здесь 3 режима. 5 люмен 25 часов, 25 люмен 4 часа и 100 люмен 50 минут. На фонаре установлена вот такая вот тир-оптика. Оттенок тоже где-то около 6000, как и у этого фонаря. Фонарь управляется отворотом головы. То есть здесь нет никаких кнопок. Для того, чтобы включить фонарь, нужно до конца завернуть голову. И у вас 3 режима. То есть 5 люмен, 25 люмен и 100 люмен. Также можно, приоткрутив голову, если вам нужно резко куда-то подсветить, там, например, замочную скважину, не крутить одной рукой, а просто немножко придавить. И он у вас включается. Здесь стоит уплотнительная резиночка, резьба смазана. Все хорошо ходит, очень плавный ход.
На торце есть специальное отверстие для установки кольца под ключи. Ну что, давайте посмотрим, как у нас поживает фонарь с открытым разъемом. Показываю, разъем открыт. Видно, что да, в разъем попала вода, но фонарь продолжает работать. Внутри никакой воды нет. Поэтому водозащита на разъеме есть. Можно не бояться, если вы случайно вдруг забыли закрыть. Лучше, конечно, закрывать, чтобы туда грязь не попадала, но если что, как бы разъем способен выдержать погружение. Ну а теперь начни тесты. Тест фонаря Fenix PD36R. Заряжен полностью, зелененьким горит. Я отстроил цветовую температуру. Фонарь вот сейчас светит, как он есть. Он светит белым светом. Не теплым, а вот таким белым. Это минимальный режим. То есть минимальный режим довольно-таки мощный и далеко бьет. То есть с ним без проблем можно гулять, а учитывая, сколько этот фонарь в нем работает, это вообще хватит вам очень надолго. Под ноги прям совсем вот ярко. Следующий режим. Я буду подписывать яркость на экране, чтобы вы видели. Следующий режим. Следующий режим. То есть уже довольно-таки ярко можно все освещать. И по бокам хорошая заливка идет. Еще раз, минимальный режим. Следующий. 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 Турбо. Турбо очень далеко бьет. То есть видно. Я специально температуру настроил так, чтобы он передавал, как фонарь этот светит на самом деле. Поэтому вот такой свет и есть. По бокам он похолоднее, в центре более белый оттенок. Наверное, где-то около 6000. Это тест уже наключенного фонарика. Минимальный режим. Более, кстати, чем достаточно в полной темноте подсветить под ноги. Нормально. Где-то метров, наверное, до 3. Вот до дерева 4 метра уже с трудом. Так, это минимальный режим. Средний режим, тут уже повеселее. То есть вот с этим прям комфортно можно гулять. Батарейка долго живет. Оттенок я тоже выставил на камере, чтобы соответствовал действительности. Такой фонарик. То есть с ним гулять уже можно без проблем, в общем. В среднем режиме. Если вам батарейку долго нужно экономить, то можно гулять и в минимальном режиме. Все прекрасно видно. Горка тут такая. Давайте теперь попробуем. Это максимальный режим, 100 люмен. Здесь уже видно метров, метров 20 он нормально бьет. Метров 20 видно, да, без проблем. То есть вот. Это сопоставимо примерно с минимальным режимом на PD36R. Вот это примерно максимальный режим вот этого фонарика сопоставим с минимальным на PD36R. Как раз они друг дружку дополняют. Если вам нужна маленькая яркость, вы берете этот фонарик, на ключах у вас висит, светите под ноги. Если нужна уже большая яркость, достаете из кармана или из сумки, или из машины уже нормальный ручной фонарь на емкой батарейке.
Ну вот горку освещает где-то метров 30 он до того края. То есть более чем достаточно. Для наключника на 3А батарейки, по-моему, хороший результат. И причем здесь оптика, видите, нет четких границ. Тоже здесь стирка стоит. И она еще матовая по краям. По-моему, приятно заливает. И есть такой ход-спот, чтобы подальше светить. Ну а теперь выводы. По маленькому фонарю Fenix E01 отличное у них обновление получилось с первой версии фонаря. То есть теперь у вас на ключах 100 люмен. В таком компактном корпусе батарейка 3А. Можно найти в любом магазине, как бы не нужно думать, что там вдруг кончится заряд. Зашли, купили, там, либо про запас носите. С этим без проблем. Тем более они зимой работают лучше, чем аккумуляторы. Хотелось бы работу от литиевых аккумуляторов, но это уже придирки. Свет здесь рассеянный. Как показали ночные тесты, даже среднего режима вполне достаточно, чтобы гулять ночью в темное время суток. Поэтому запас по яркости здесь есть. Как бы фонарь получился интересный. По поводу оттенка света, здесь уже на любителей. Фонарь светит белым светом, где-то 1006, ну как и этот фонарь. Поэтому, кому хочется потеплее, обратить на это внимание. Также хотелось бы в комплекте, может быть, маленький карабинчик. Ну, было бы как плюс. А так, фонарь годный, на ключи повесить, мне кажется, отличный вариант. По поводу Fenix PD36R. Как по мне, хорошо бы, если бы они сделали возможность включения фонаря боковой кнопкой. Этого лично мне очень не хватает. Кому-то это может показаться неважным, кто привык работать хвостокнопкой, либо кому не нужно навороченное какое-то управление фонаря. Кстати, такие люди, кстати, часто выбирают именно Fenix за простоту и удобство управления. Клипса не переставляется, хотя если бы она переставлялась, было бы удобнее его позиционировать как-то на экипировке. Кнопку вот эту довольно-таки сложно найти в темное время суток, особенно в перчатках. То есть рукой без перчаток вы еще нащупаете, в перчатках найти ее довольно-таки сложно. Поэтому мне кажется, лучше, чтобы она горела постоянно, индикатор аккумулятора. Пусть немножко бы жрал его, но вы тогда могли найти. То есть она бы была более заметна, потому что у меня возникали сложности при ночных тестах нащупать перчатки эту кнопку. И фонарик не стоит на хвосте, что, в общем, делает невозможным его использовать где-то на кемпинге в качестве лампы освещения. Ну, на этом, на минусах, я думаю, все. Они из существенного только невозможность включения данной кнопкой. Ну, теперь о плюсах. Плюс, самый главный этого фонаря, на мой взгляд, это качество изготовления и удобство управления для людей, которые не хотят заморачиваться. Это первое. Второе, наличие USB-порта с Type-C зарядкой. То есть вам не нужно с собой таскать постоянно фирменный кабель, который может потеряться, либо просто можете где-то забыть и остаться без света в самый неподходящий момент, потому что USB-C найти можно почти везде. Также огромный плюс, что этот порт имеет водозащиту. Я вам показал, что фонарь погрузился в воду с открытой крышкой, и при этом с ним ничего не случилось, потому что порт имеет влагозащиту. Крышка здесь больше для защиты от грязи, потому что если забьется грязь, туда потом будет довольно сложно вычистить, поэтому не забывайте ее закрывать. Индикатор заряда присутствует, что тоже плюс. Двухсторонняя клипса, пусть и не переставляется, но она двухсторонняя. Емкий аккумулятор. Это тоже очень важно, потому что с учетом того, что режимы немножко понижаются, график я вам показывал, Fenix может работать реально очень долго, потому что, как я уже показал на ночных тестах, вы их посмотрели, в младшем режиме, в самом режиме эко, можно реально ходить и гулять по лесу. В эко-режиме фонарь проработает 115 часов на этом аккумуляторе. Качество сборки и материала. Здесь вопросов нет, анодирование хорошее, фонарь ощущается качественным. И гарантия 5 лет, что тоже плюс при выборе фонаря, потому что если с ним что-то случится, вы всегда можете обратиться к официальному представителю и решить вопрос. А это, мне кажется, для рабочего фонаря очень важно. Что мы имеем по итогу? Мне кажется, Fenix в этом наборе хорошо подобрал фонари. У вас есть наключный фонарик, который выручит трудную минуту, то есть он всегда будет под рукой. И где-то в сумке либо в машине у вас уже такой мощный свет, рабочий фонарь, который пригодится там, где этого уже будет не хватать. И, как по мне, это отличный подарок для человека, которому нужно просто крепкий, хороший фонарь рабочий, который не хочет заморачиваться с управлением сложным. Ему нужно просто, чтобы фонарь был качественный, светил долго и хорошо. Вот, на этом будем заканчивать. Теперь я понимаю, почему много людей написало под моим обзором «Найдите фонарики», что у них Fenix. Это действительно надежные и простые в управлении фонари. То есть для людей, которые не хотят заморачиваться с управлением, которым нужно просто качественно светить. Чтобы фонарь не подвел в трудную минуту
и всегда был под рукой, как, например, вот этот маленький фонарь. Если какие-то вопросы остались, пишите в комментариях, отвечу. На этом всем спасибо. Пока-пока.